Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банни Тильда. Сегодня предлагаю связать шапку. Я ее вязала для котика, но можно ее также связать и для зайки. Спереди она выглядит вот так. Можно, конечно, и вот так сделать. Что-то типа бини, да, по-моему, называется. Сзади мы выглядим вот так. Можно также сюда пришить бомбон. В принципе, верх сделать, как вам нравится. Связана вот с таким легким узором. Ну и, конечно, если вам нравится такая шапка, присоединяйтесь, свяжем вместе. Для того, чтобы связать такую шапку, нам, конечно, понадобится пряжа и спицы. Я буду вязать на чулочных спицах номер 3. Раппорт узора этой шапочки составляет 7 петель. Соответственно, нам нужно набрать нечетное количество петель, равное 7. Я наберу на спице 63 петли. Так как оно на 4 не делится, у меня на 3 спицах будет по 16 петель, а на одной спице будет 15. Давайте наберем на спице 63 петли. Итак, я набрала 63 петли. Соединять вязание в круг не буду, а приступлю сразу к вязанию раппорта. Итак, первый ряд вяжем 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Это раппорт нашего узора. Опять 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Так, вяжем до конца ряда 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая и 2 изнаночных. Давайте еще раз провяжу. 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Итак, давайте довяжем с вами до конца ряда. 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Первый ряд провязан. Второй ряд и все последующие четные ряды будем вязать следующим образом. 2 лицевых, 2 изнаночных, накид, лицевую петлю снять не провязывая. Далее 2 изнаночных. И опять 2 лицевых, 2 изнаночные, накид, лицевую снять не провязывая, 2 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. 2 лицевых, 2 изнаночных, следующую лицевую снять с накидом не провязывая, 2 изнаночных. Третий ряд. Третий и все нечетные ряды будем вязать так: 2 лицевые, 2 изнаночные, петлю лицевую с накидом провязываем вместе, лицевой. Далее 2 изнаночные. И опять 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевую петлю с накидом провязываем вместе. И опять 2 изнаночные. Так мы будем вязать все нечетные ряды. То есть мы сейчас довязываем этот ряд и начинаем следующий 4-й ряд как второй.
2 лицевые, 2 изнаночные, лицевую снимаем с накидом не провязанные, 2 изнаночные. 5-й ряд будем вязать, как вот этот 3-й. То есть вяжется точно так же, но уже провязывается лицевая с накидом вместе. Таким образом, чередуя эти 2 ряда, я провяжу примерно 6-7 сантиметров в высоту. Так, 2 изнаночные и лицевая с накидом провязывается вместе лицевой. Давайте так, чередуя эти ряды, 2-й и 3-й провяжем 6-7 сантиметров приблизительно в высоту. Итак, я провязала 6 сантиметров в высоту. Такой вот узор у нас получается. В этом ряду нам нужно сделать отверстие для ушек. Для этого мы свяжем сначала 14 петель по узору, 2 лицевых, 2 изнаночных. И так как у меня это четный 22 ряд, я вяжу его с накидом и лицевую снимаю не провязанную. Так, получается, нам нужно провязать 2 раппорта узора. 2 изнаночные, 1 раппорт у меня готов. Дальше опять 2 лицевых, 2 изнаночных. Лицевую снимаю с накидом не провязывая. И 2 изнаночных. Дальше нам нужно закрыть 12 петель, но закрыть их нужно не провязывая. Снимаем сначала 2 петли и затем закрываем. Это первая. Перенесу ее на следующую спицу. Так, первая, вторая, третья, четвертая, 11 и 12 петля. Так как она у нас не провязанная, мы ее возвращаем на эту спицу. Все, петли мы 12 петель мы закрыли. Теперь нам нужно добрать эти же петли воздушные. Делаем накиды 1, 2. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И продолжаем вязать по узору этой же спицей. Так, у меня тут идет 2 изнаночных следующие. Я провязываю 2 изнаночные. Так, 2 изнаночные. Сейчас нам нужно провязать 11 петель, то есть 2 изнаночные, 3, 4, 5, 6, 7. Делаю накид. Это 7-я петля. Я ее снимаю не провязывая. Так, 8, 9, 10 и 11. Дальше я также закрою 12 петель, наберу этих 12 петель и довяжу ряд до конца. Первая, вторая. Так, ну я довязала этот ряд. Вот так это сейчас все выглядит. И этот ряд будем вязать как нечетный ряд. То есть 2 лицевые,
2 изнаночные, накид с лицевой провязываем вместе. И так до воздушных петель давайте довяжем. Их мы будем, эти воздушные петли, вязать как первый ряд или как нечетный. Так, 2 изнаночных. Дальше у нас идет 2 лицевые, их провязывайте скрещенными. Так, 2 лицевые. Дальше у нас идут 2 изнаночные. Вяжем за передние стенки. Так, 2 изнаночные, дальше 1 лицевая. И 2 изнаночные. И так довяжем этот ряд до конца. Итак, я довязала этот ряд. Вот что получается на данный момент. Сейчас я провяжу также узором высоту. Еще примерно, пока даже не знаю сколько, я провяжу. Вернусь вам и скажу, сколько я провязала рядов после вот этого ряда. Итак, я провязала вверх 17 еще рядов. Теперь будем закрывать петли. И в этом ряду будем провязывать по 2 вместе изнаночные петли. Вяжем по рисунку. Вот 2 лицевых провязали. Теперь 2 изнаночные провязываем вместе. Далее делаем накид, лицевую снимаем и опять изнаночные провязываем 2 вместе. Вообще их можно перевернуть, чтобы было удобней. Итак, вяжем до конца ряда. 2 лицевые, 2 изнаночные вместе, накид, лицевую снимаем не провязывая, и опять 2 изнаночные вяжем вместе. Так, до конца ряда. Довязали ряд, а в этом ряду мы будем вязать 2 вместе лицевые петли. 2 вместе, дальше идет 1 изнаночная, петля с накидом, накид убежал, петля с накидом, дальше изнаночная, 2 вместе лицевые, изнаночная, 2, то есть накид и снятая петля вместе, дальше изнаночная и 2 лицевых вместе. То есть в этом ряду провязываем 2 лицевых вместе 1 лицевой петлей. Так, и последний убавочный ряд будем вязать все петли вместе. Изнаночную переверну. И весь ряд вяжем 2 петли вместе лицевой. Так, я закончила делать убавки, отрезала нить, вставила в иголку и буду собирать петли.
Так, я закрепила петли. Теперь иголку вывожу назад. И тут ее хорошенько закреплю. И спрячу кончик. Ну что ж, моя шапочка готова. Мне осталось ее просто постирать. Кстати, сюда можно сделать бомбон. Тоже будет очень симпатично смотреться. Спасибо вам, что связали вместе со мной. Хорошего вам настроения и ровных петелек.